Привет, друзья! Выдающаяся российская и советская актриса Татьяна Васильева отличается особой, неповторимой манерой игры, сделавшей ее любимой и востребованной звездой театра и кино. Даже в совсем маленьких и эпизодических ролях Васильевой удается создавать яркие запоминающиеся образы, покоряя зрителей харизмой и обаянием. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Татьяна Васильева и сколько она зарабатывает. Родилась Татьяна Васильева 28 февраля 1947 года в Ленинграде. У нее была самая обычная советская семья. Таня не очень любит вспоминать свое детство. Семья ютилась в коммунальной квартире, жили бедно на одну папину зарплату. Татьяне Васильевой удалось поступить в МХАТ. Уже после зачисления Татьяна сообщила родителям о своем поступлении. Но такой реакции она не ждала. Отец сильно рассердился, приехал в столицу и хотел забрать документы из института. Татьяне повезло. С отцом поговорили преподаватели, которые уговорили мужчину не горячиться и дать ей шанс реализоваться, ведь она действительно талантлива. После получения диплома Татьяну Васильеву с радостью приняли в столичный театр сатиры, сцене которого она отдала 14 лет. В ее репертуаре было очень много постановок, которые впоследствии стали известными кинокартинами, причем играли в них те же актеры, что и в театре. Кино в биографии Татьяны Васильевой появилось буквально сразу после получения диплома. Дебютом стал детский приключенческий фильм «Всмотритесь в это лицо». После этого был ряд интересных работ. Картина «Право на прыжок», в котором снимался легендарный Высоцкий, лента «Записки пиквикского клуба» в тандеме с Валентином Гафтом, «Здравствуйте, я ваша тетя», где играл Александр Калягин. Васильеву часто можно увидеть на сцене московских театров или во время гастрольных выступлений в различных городах России и ближнего зарубежья, хотя гонорары у работников театра совсем небольшие, не больше 30 тысяч российских рублей. Такую работу можно назвать скорее хобби, чем серьезным заработком, но Татьяна из театра уходить не планирует, ведь это работа для души. В личной жизни актрисы Татьяны Васильевой было 2 официальных брака. Первый раз Татьяна вышла замуж за актера Анатолия Васильева. Это было еще в самом начале ее творческого пути. Свадебное торжество прошло в городе Брянск. Татьяна взяла фамилию мужа и не меняла ее больше никогда. Именно с этой фамилией она стала прославленной актрисой. В 1978 году у них родился сын Филипп, который сразу выучился на юриста. А потом все же родительские гены привели парня в ВГИК, на актерский факультет. В 1983-м Татьяна познакомилась с Георгием Мартиросяном, с которым они были задействованы в постановке «Гнездо глухаря». Актриса поняла, что влюбилась, немедленно подала на развод с первым мужем и отправилась в ЗАГС с новым возлюбленным. Васильев не ожидал такого коварства от жены, поэтому долго не мог принять ситуацию. Он разорвал с семьей всяческие отношения, на протяжении 26 лет не видел ни бывшую жену, ни сына Филиппа. Встреча произошла на сцене театра, в спектакле «Розыгрыш», где они были задействованы все втроем. В 1986 году Васильева снова стала мамой. У них с Георгием родилась дочка Елизавета. Она училась на факультете журналистики, потом попробовала свои силы в дизайне, но повторила судьбу брата и закончила театральный вуз. Брак Васильева и Мартиросяна существовал 13 лет, и в 1995 году актриса подала на развод, потому что ей надоело чувствовать себя несчастливой и прощать мужу его многочисленные романы. Замуж актриса больше не выходила, отдала всю свою любовь детям и 4 внукам. Она по-прежнему молода душой и телом, несмотря на приличный возраст. Отлично выглядит и мыслит по-современному. Сентябрь 2015 года стал для актрисы Татьяны Васильевой настоящим испытанием на прочность. Дело в том, что именно в это время разрушилась семья ее сына Филиппа. Его жена Анастасия Бегунова забрала детей и семейные сбережения и сбежала за границу, где сейчас живет с другим мужчиной. Васильева тяжело пережила вероломство невестки, но сейчас готова простить ей все, лишь бы та разрешила видеться с внуками. Анастасия потребовала с бывшей свекрови плату за свидание с внуками в размере 200 тысяч рублей ежемесячно. Тогда Васильева пошла на кардинальный шаг. Она купила каждому внуку по отдельной квартире в элитном районе Москвы. Теперь я их вижу сколько хочу. И что эти квартиры в сравнении с тем, что я с ними вместе навсегда? Ничто, призналась телезвезда. За жилье для мальчиков она отдала около 30 миллионов рублей. Сама Васильева долгое время жила далеко от центра столицы.
но под давлением друзей и близких несколько лет назад купила небольшую квартирку на Таганке. Это не первая недвижимость артистки. За свою долгую карьеру Татьяна приобрела несколько квартир, но их подарила детям и внукам. Ранее артистка жила в совсем крохотной, всего 49 квадратных метров квартирке. Татьяна Григорьевна славится своей любовью к антиквариату. И в квартире со временем совсем не осталось свободного пространства. Все стены в комнатах увешаны картинами, фотографиями и сувенирами. Даже в небольшой спальне над изголовьем кровати нет свободного места. Новое жилье тоже невелико и располагается над аркой. Центральное и самое просторное место в ней занимает спальня, в которой 2 года назад артистка с помощью популярной программы сделала хороший ремонт. Ранее график Татьяны Васильевой был расписан на месяц вперед: съемки в кино, антрепризные спектакли. Сама Васильева признается, что работала так много, потому что должна обеспечивать семью, сына, дочь и многочисленных внуков. Актриса никогда не отказывает своим родственникам и всегда готова прийти на помощь. Заслуженную артистку России с удовольствием приглашают играть в отечественном кино, сериалах и даже рекламных роликах. От работы она не отказывается. В среднем, если работаю каждый день, то зарабатываю 3 миллиона рублей в месяц. В плане себя очень экономная. Могу полгода в магазин не ходить, а потом на 100 тысяч купить одежды, говорит Васильева. По ее словам, она заработала на 5 квартир. Одна расположена на Патриарших прудах, еще одна на Таганке. Есть еще квартира дочки Лизы, внука Адама и одна для внука, который живет в Германии. Васильева отмечает, что все сделала своим трудом и никогда не брала ипотеку. Еще есть домик в Италии, прямо на берегу, который стоит 270 тысяч евро. В нем 5 комнат и участок в 12 соток, но никто там не живет. Несколько лет не могу его продать, потому что никто не хочет ездить в одно и то же место, сказала Васильева. К тому же актриса является обладательницей дома в Хотьково, где не была ни разу, хотя исправно платит за вывоз мусора и уборку дома. Она вспоминает, когда ей предложили купить эту недвижимость. Она спросила у Лизы и Филиппа: «Земля нужна?» «Нужна, конечно». Вот и схватила за 1 200 000 рублей, признается Васильева. За участие в скандальных передачах Татьяна Васильева получает от 100 тысяч и более рублей. Пенсия у Татьяны такая же невеселая, как у других пенсионеров России – 11 500 рублей. Актриса говорит, что деньги ей тратить некуда, в холодильнике всегда пусто, одежда ей не нужна, а к излишествам она не привыкла. Поэтому Васильева вкладывает в свое здоровье и внешний вид. Она не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы хорошо выглядеть. В недавнем времени Васильева заявила о своем критическом положении. Из-за пандемии коронавируса отменили многие спектакли и перенесли съемки. В итоге семья осталась без заработка. У Татьяны была крупная денежная сумма в банке, которую она копила на еще одну квартиру. Однако эти деньги пришлось потратить на жизнь. Теперь, когда накопление подходит к концу, звезда ломает голову над тем, что делать дальше. Она готова устроиться на любую работу, чтобы помочь семье. Я ломаю голову, чем я могу заниматься. Я могу убирать квартиру очень хорошо. У меня просто идеальная чистота. Это, кстати, неплохо оплачивается. Может, пиццу разносить? Тоже думала. Но там тоже все занято, туда не пробьешься. Это я серьезно говорю. Рассказала Васильева в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. Она думала и о том, чтобы подрабатывать в такси, но своего автомобиля у актрисы нету. Хочется пожелать Татьяне Васильевой достойно выйти из тяжелой жизненной ситуации и продолжать радовать своих зрителей новыми картинами, съемками и антипризами. Если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.